сегодня мы с вами сделаем шар с конфетти. Для этого нам понадобится шар 12 дюймов прозрачный, конфетти на ваше усмотрение, форма, размер, хайфлой для обработки шара и такое интересное приспособление, которое я для себя нашла. Это пистолет детский, уже разобранный, то есть не надо ничего паять, как в пластиковых трубках, а только разобрать. Он раньше стрелялся вот такими шариками в диаметре 3 сантиметра. То есть мы его разобрали. С одной стороны есть наконечник, который удерживает шар, чтобы он не скользил. А с другой стороны есть нужное нам отверстие для пистолета от баллона, чтобы надувать шар. Очень плотно входит и гелий никуда не улетучивается. Очень классная штука. Советую вам попробовать. Итак, давайте приступим. Возьмем конфетти. На один шар 12-дюймовый нам нужно примерно 2,5 грамма. Давайте взвесим. Много. Вот так. А там можете смотреть сами. Если вы видите, что вам, допустим, слишком много в шаре кажется, вы можете убавить. Итак, мы видим, что у нас конфетти идет как бы склеенное между собой. Перед тем, как его засунуть в шар, нам нужно разделить все конфетти вот таким образом. Отделить друг от друга, иначе они прилипнут в таком же состоянии, как они были, большим пучком. Отделяем конфетти. Все. Отделили. Теперь просовываем в трубочку. Конечно, легче работать немножко с конфетти, которая россыпь. Его просто засыпаете без каких-либо проблем. Звездочки у нас чуть-чуть большего размера, но ничего страшного в этом нету. Здесь диаметр у нас позволяет поместить туда и звездочки. Все, засунули наши конфетти. Теперь обрабатываем шар. Распределяем хайфлоид по всем стенкам равномерно. Горлышко мы не трогаем. Вот так распределили. Теперь одеваем шар на наконечник. Удерживаем шар вот таким образом, растягиваем и одеваем
прижала. Сейчас еще раз попробуем. Все, одели. Теперь можно надувать шар. Вот таким образом раздули, снимаем шар и додуваем до нужного размера. Вот таким образом. Завязываем шарик на узел и одеваем ленточку. Все. Вот такая красота у нас получается. На этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.